Когда наш герой по имени Брайан спас застрявшего в камнях дельфиненка, он был очень доволен. Мужчина радовался, что помог попавшему в беду животному, вовремя оказавшись рядом с ним. Но мужчина и не подозревал, что радоваться было еще рано, и что скоро, прямо перед собой, он увидит нечто ужасающее. Брайан давно жил в небольшом городке на побережье Карибского моря. Здесь он считался одним из лучших гидов по подводному плаванию с аквалангом. Как-то раз наш герой решил поплавать в одиночестве. Туристы должны были прибыть только через несколько часов. Мужчина выбрал для плавания такое место, где редко можно было встретить других дайверов, а еще это место удивляло всех своей необыкновенной красотой. Когда Брайан уже наслаждался всем этим великолепием в компании не менее великолепных рыб, он вдруг услышал, как с берега доносятся взволнованные крики иностранных туристов. Мужчина подплыл ближе и увидел, что туристы указывают на острые скалы. Брайан не разобрал ничего из того, что они кричат, но понял, что случилась какая-то беда. Дайвер поплыл по направлению к скалам и вдруг услышал доносящийся оттуда жалобный писк. Мужчина сразу определил, что эти звуки издавал дельфин. Приближившись к скалам, наш герой увидел совсем юного дельфиненка, застрявшего в камнях. Животное не могло самостоятельно выбраться из этой опасной ловушки. Брайан, не промедлив ни секунды, аккуратно освободил малыша и вернул его в море. Дельфин снова запищал, но теперь уже радостно. Он сделал вокруг своего спасителя несколько кругов и исчез в морских глубинах. Брайан довольно улыбнулся. Он был рад, что помог этому малышу и что все закончилось хорошо. Мужчина уже собирался вернуться обратно, как вдруг перед ним снова возник тот самый дельфиненок. Дайвер подумал, что животное просто хочет поиграть и решил побыть здесь еще какое-то время. Он был совсем не против пообщаться с этим славным морским обитателем, но дельфин вел себя странно. Он вдруг снова начал кружить вокруг человека, а затем вновь помчался туда, куда уже уплывал некоторое время назад. Наш герой понял, что дельфиненок зачем-то просит его последовать за ним. Конечно, Брайан не мог не выполнить эту просьбу. Они все плыли и плыли, и дайвер уже начал жалеть о том, что решил следовать за животным. Не бессмысленно ли это? Может быть, животное вовсе и не хотело, чтобы за ним кто-то плыл. Мужчина невероятно устал. Он понимал, что преодолено уже очень большое расстояние. Он вынырнул из воды и увидел, что находится в небольшой бухте. Также он увидел здесь рыбацкую лодку. Хотя промышленный улов в этих местах был строго запрещен, значит, это были браконьеры. Брайан продолжил плыть за дельфиненком, стараясь быть незаметным, и вдруг он увидел большие сети, в которые попало уже очень много редких рыб. А еще в этих сетях запутался взрослый дельфин. Животное не могло освободиться, оно казалось напуганным и несчастным. Все это выглядело просто ужасно. Мужчина сразу же бросился помогать дельфину. Он аккуратно разрезал все сети, которые не позволяли животному вырваться на свободу. Брайан сразу понял, что это была самка дельфина, и она наверняка приходилась матери уже знакомому ему и малышу. Так как все то время, пока наш герой освобождал ее, дельфиненок плавал рядом. Когда самка оказалась на свободе, она радостно закричала, словно бы была благодарна человеку за спасение. После этого она скрылась в морских просторах вместе с детенышем. И только сейчас Брайан подумал о том, что, скорее всего, дельфиненок оказался на скалах не случайно. Он хотел попросить туристов помочь его маме, но в итоге сам угодил в ловушку. Какое счастье, что Брайан вовремя оказался поблизости и спас этих прекрасных животных. Как же здорово, что он все-таки решил плыть за юным дельфиненком, невзирая на усталость. Когда наш герой добрался до берега, он сразу же вызвал береговую охрану. Полиция прибыла оперативно, и браконьеры не успели скрыться, они были пойманы с поличным. Сотрудники полиции поблагодарили Брайана за содействие, после чего попросили его помочь освободить запутавшихся в сетях браконьеров рыб. Так незаметно пролетел весь день. Но наш герой, даже чувствуя сильную измотанность, все равно испытывал радость и удовлетворение, ведь сегодня он смог помочь стольким морским обитателям, и это было самым важным. К тому же Брайан всегда очень любил дельфинов, и сегодня он не просто повстречал этих удивительных животных, но и вызволил их из беды. А ведь кто-то мог просто не придать значения услышанному жалобному писку, или же не захотеть тратить свое время на то, что сделал наш герой. К
К счастью, в мире есть люди, которые стремятся разобраться в ситуации до конца и сделать все, что в их силах. Именно такими оказался Брайан. Несмотря на трудности, он проявил решительность и довел дело до конца. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну и конечно, не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые и интересные истории. Всем пока и до новых встреч!